Всем привет, друзья! С вами Деволт. Я записываю свой первый ввод от первого лица. Это игра с турнира недавнего. Турнир назывался Have at You номер 2. Играю я против нашего парня, российского. Играет он под ником Nexus One за расу Зерк. Также известен этот чувачок как SR Fun. Или, не знаю, какие у него там еще теги быть. Funny Nexus на Твиче, если что. Если хотите проследить за его игрой. Играю я за расу Протоссов. И вот решил записать серию вводов. В преддверии ремастерида нашей любимой игры очень много людей, новичков, приходят на мой стрим и задаются вопросом, где вообще найти какую-то информацию, как научиться играть в эту игру сложную для кого-то. И вот я решил записать обучающие видеоролики. Этот матчап ПВЗ, наверное, является моим любимым матчапом, но он одновременно самый тяжелый, потому что здесь нужно уметь не только хорошо играть в макро, но и микрить, и одновременно нужно обладать очень хорошим мультитаскингом. Нужно делать много вещей одновременно с самого начала игры. То есть вот я приехал, нашел своего противника с первого раза, и теперь мне нужно как можно дольше разведывать его, свои кропы. И одновременно с этим я играю в быстрый экспанд через форш. Форш я поставил довольно странно. Вы можете спросить меня, почему я так поставил форш. Это я сделал для того, чтобы сделать такую стеночку грамотную, но при этом первый пилон обычно ставится внизу. Вот тут я совершаю первую свою ошибку в этой игре, теряю пробку, теряю своего разведчика. Неудачно я подрался на рампе против дрона и потерял щиты все, и потом не давал хату поставить как можно дольше, и в итоге потерял своего разведчика. Отправляю вторую собаку, и вижу, вот уже бежит 4 линга в фане, и еще 2. То есть всего 6 собак он уже заказал, а у меня всего лишь одна фотонка, и стенка еще не достроена до конца, не доведена до ума. Поэтому мне приходится вывести побольше пробочек. Вот так вот их вставляем аккуратненько в рядок. Заказываю газ. И сейчас нужно завершить мою стенку. Вот так вот ставим пилон внизу. И все, теперь у нас всего лишь 3 клеточки. То есть между пилоном вот вторым и форжой и сверху. И вот прибегает, вижу, что 8 собак заказал Фанни. Решил пробежать ко мне на базу. Зная, что я обычно ставлю одну фотонку. Ну, я тут сконтролил, в принципе, неплохо. Потерял 2 собаки, но... Ой, потерял 2 раба, но 2 собаки на мейне. 2 собаки не так страшно. Вот. Начинаем контролить. Посмотрел, что обе собаки целые. В принципе, гоняться за ними пробками особо смысла нет. Но вот газ он мне нормально добывать не даст. В этом, конечно, минус. Что мы делаем? Так как собаки пробежали, то я сначала заказал Зилота. Вот Зилот уже готов. Зилотом мы пойдем в атаку. Для того, чтобы Фанни не заказывал дронов, а заказал еще несколько собак. То есть экономика у него будет похуже. Он и так перестроил собачек. А так мы еще больше ему портим эту самую экономику. Вот здесь неплохо получилось смикрить. Убил еще одного линга. Не потерял рабочего. И второй зерглинг тоже дохленький. Приходим зилотом, одновременно атакуем собаку и начинаем убивать дронов. Вот он, видите, законтролился у меня на мейне и не доконтролил своего рабочего. Вот убиваю второго раба и уже чувствую, что преимущество после всего этого начала будет на моей стороне.
Вот здесь немножко туплю с микро. Но ничего страшного. Заказано еще 2 собаки. Вот тут потерял пробку, но ничего страшного. В принципе, по экономике у меня будет ощутимое преимущество. И теперь главное его реализовать в победу. Развиваюсь абсолютно стандартно через Stargate. Как только закончилось кибернетическое ядро, здесь стою в такую удобную позицию, чтобы как можно меньше собак одновременно били Зилота. Отправляю Зилотов нон-стопом, чтобы Зерг подстраивал собачек. То есть в начале в ПВЗ есть такая особенность. У Зерга личинки он может тратить либо на собак, либо на дронов. То есть вот у Протоса вы заказываете юнитов в гейтвее, зилотов, боевых юнитов, зилотов, драгунов, а в Нексусах вы заказываете пробу. У Зерга уже проблема заключается в том, что он с хатчери, с личинок, он либо заказывает собак, либо заказывает дронов. Поэтому размениваться даже просто то, что вы пришли зилотом, а Зерг заказал вместо рабов собак, это уже вам преимущество идет экономическое. Вот здесь ставлю вторую фотонку, так как видел, что у Зерга уже доделала скорость, он может меня попытаться сгрызть или наказать там за кривую стенку. Ну, стенка в принципе хорошая, но если бы я там немножко тупанул, увел юнитов, он бы пробежал ко мне, сгрыз одну фотонку, и дальше бы началась такая неприятная карусель. Так как я, в принципе, разведал, что делает Фанни, что он играет в лейер, то первого корсара я не стал отправлять на разведку, а попытался, точнее не попытался, а убил ближнего овера. Вторым корсаром я никуда не лечу, потому что там сейчас появятся уже скуржи, и я его просто могу не доконтролить и потерять. А одним корсаром первым я аккуратненько разведу, что он там все-таки делает. Вот. Одновременно с этим я развиваюсь у зилотов со скоростью. Вот уже, кстати говоря, те скуржи, о которых я говорил. Мой план таков: я произведу атаку зилотами со скоростью, и затем посмотрим, может быть я дропну Дарк Темплайеров ему куда-нибудь под прикрытием корсаров. Это будет очень-очень сильное оружие. И одновременно с этим у меня цель взять третий экспаншн. Вот. Скорость зилотов скоро достроится, вот уже достроилась, поэтому мы выходим. Итого у меня получается 5 плюс еще 2, то есть 7 зилотов. И теперь заказываем 2 Дарк Темплайеров. Вот, прибегаю. Вижу, что все уже, в принципе, тут стенка хорошая у Фани. На халяву не забежать, ничего не убить. И вторая санка доделается. То есть там, в принципе, мне ловить нечего. Побежали на еще одну, на следующую базу к Зергу. Посмотрим там, как он застроился. То есть самое главное, это обязательно постоянно напрягать вашего противника, какой бы это ни был матчап. Вот вижу, что он еще добавляет собак, потому что боится, вдруг я его пробью, либо куда-нибудь забегу. Вот. Достроились дарки, заказываем темпларов на случай того, что Зерк очень быстро свичнется либо в гидру, либо в муталисков. То есть если он будет делать муту, то мы смутируем Архона. Если же это будет гидралиски, то у нас как раз доделается Пси-шторм. Вот здесь вот смотрите, как удачно довольно я разменялся на много скуржей и решил провести свою атаку. Все же увидел, что у Зерга всего лишь одна санка, и решил вот так вот пробить его, убить Гидроден, у которого не очень много жизни. И вот дарками я фокусирую по рабам. То есть дарки убивают рабов с одного удара, и у них очень высокий ДПС, то есть damage per second. Соответственно, с помощью этих дарков я быстро убил Гидралиск Ден Зергу, и, соответственно, затем еще порубил, так сказать, рабочих. Вот здесь вот так, оп-оп-оп.
отмикрили с кружей. И иду выходить. Выхожу на третью нычку. Параллельно с этим я поставил вторую форж, так как люблю, чтобы у меня были хорошие апгрейды в игре против зергов. С зергами очень решает апгрейды как на броню, так и на атаку. Так, вот здесь он не дает мне поставить третью нычку, потому что я слил всех своих зилотов, а он настроил еще дополнительно собак. Я вот пока не могу восстановить себе критическое количество моих фанатиков, бойцов. Заказываю пси-шторм. У меня уже есть 4 психа. Архонов я мутить не собираюсь, потому что... Вот, опять снова слил зелотов. Архонов я не делаю, так как у меня есть критическая масса корсаров. И даже если зерк построит муту, то, в принципе, мне архоны не нужны. И вот, смотрите, я прилетаю и вижу, что у Фани-то уже все, в принципе, опять неплохо. Хоть я ему и убил много рабочих, благодаря своей вылазке. Но вот у него ранняя 4-я база была, и там уже неплохая экономика, в принципе, ну, все нормально. И вот сейчас, да, я решил, что пора делать свою диверсию дарками. Заказываю шаттл и заказываю 4 дарк темплайера. У меня корсаров сколько там, наверное, около 10 штук, нет, поменьше, 8. 8 штук корсаров, в принципе, это очень хорошее количество. Больше 6 корсаров уже легко справляются с воздухом, практически с любым воздухом зерга, ну, кроме там гвардов и девореров. Вот, соответственно, больше не обязательно подстраивать корсаров, но желательно. Вот, переводим рабов на третью нычку. В принципе, пока мне ничего особо не угрожает. Бегу зилотами, так как для того, чтобы продолжать разводить зерга и держать в напряжении. То есть, и у меня план такой. Я дропну ему на мейн 3 дарка у меня в шаттле, 1 темплайер, и одновременно я вот так вот на него нападаю. То есть зилотами я его по-любому не убью, и скорее всего я их разменяю в минус для себя. Но это чисто психологическая, тактическая агрессия. Вот, он отводит рабов, и я решаю, что я смогу убить ему его будущий хайв. Вот он начал мутировать хайв. Вот, психа высаживаем. До рабов, к сожалению, не долетел, но в принципе неплохо. Гидру хотя бы заштормил и фокусирую хайв, и мне удается убить его очень хорошо. Перехожу на драгунов. Апгрейд на дальность я вроде еще не заказал. Вот здесь совершаю небольшую ошибку. Не доконтролил корсаров и их потерял. Ну, я думаю, что это в принципе не беда. Решил подстроить еще немножко корсаров, чтобы их количество было около 6, чтобы они не отдавались так легко на скружах. Добавляем еще бараки. Так, пора начать собирать третий газ. Одного дарка я, кстати говоря, сохранил. Заныкал его на мейне у зерга. И сейчас мне нужен обсервер и нужна хорошая армия, состоящая из драгунов, психов и зилтов. То есть вот такая армия у меня будет. Первый обсервер вылетает и жду дальность зилта. Ой, дальность драгуна. Слышу, что какой-то апгрейд у меня сделан. Еще один. Скорее всего, один из этих апгрейдов был как раз таки дальность на драгуна. Заказываемся со всех гейтвеев и параллельно нападаем. Нападаю в лоб и одновременно нападаю еще и дарком, который стоял на мэне. Вижу здесь всего лишь один гидралиск. Его дарк победит без проблем. Вот, смотрите, у него основная армия его находилась за мостиком. Вот, смотрите, там очень много гидры. Я, к сожалению, потерял своих психов, но в принципе того преимущества, которое я заработал благодаря дропу дарков и первой своей вылазки с 2 дарками, хватило для того, чтобы его здесь разобрать в чистом поле практически без шторма.
То есть у меня остается еще пачка войск, а он потерял уже все свою армию. Но я решаю не идти дальше, так как знаю, что у него сейчас, в принципе, экономика, конечно, не очень хорошая, но если он закажет там со всех своих хатчер и собак, а у меня остались всего-навсего одни голые драгуны, он, в принципе, может их окружить, и я потеряю своих дорогих юнитов, разменяв их на дешевых юнитов зерга. Поэтому я решил укрепить свое преимущество через нычку. То есть я вот иду прессовать дальше зерга и одновременно собираюсь построить себе 4-й экспаншн. То есть, в принципе, ТОС хорошо против зерга себя чувствует, когда у него 3 рабочих нычки. Вот. Так как у меня скоро закончится свой мейн и экспаншн, то мне следует уже задуматься о 4-й нычке. Вот здесь я снова нападаю. Вот тут раз шторм, второй шторм. Он контролил войсками за мостиком, поэтому тут такой кровавые следы остались от тех гидралов, которые были у него на нычке. Нападаем, все, мутируем Архона, и зерг практически повержен. Сломал его вот так вот просто через атаку. Протос лучшая раса. Можно выиграть, просто отправив юнитов через атаку. И тем самым одержать победу. Одновременно с этим ставлю 4-ю. Туда прибегает сейчас видно по миникарте много собак. Придется пока что ее отложить, но Фанни не сдается. Возможно, у него есть какой-то козырь в рукаве. Может быть, у него там где-то нычка раскачанная или какие-то технологии, с которыми мне не совладать. Ну, давайте посмотрим. Решил, что пора взять 4-ю вот здесь, поближе к основной армии. И если туда побежит контратака из лингов, то я смогу отбиться своей основной армией. То есть поближе подойти. Здесь, смотрите, какой хитрый зерг. Оставил пачку рабов, но я нашел ее и послал туда 2 зилотов, чтобы ликвидировать этих проклятых жуков. Вот, разведаю всю карту, как раз таки на прокси-мечку, и вижу, что ничего такого нету у зерга, но у него есть люркера, уже есть люркера. То есть вот я 2 атаки провел, уже у зерга люркеров не было. Возможно, у него просто не было экономики достаточно. Либо та моя первая вылазка, когда я убил Гидроден, возможно, у него как раз таки не доделался в тот момент апгрейд на люру. Кто знает. Вот здесь вот я нападаю, лимит у меня 200 постоянно, потому что я постоянно заказываюсь из своих бараков. Здесь какие-то собаки. Отправляем все в рамочку, ссылаем через атаку. Тут немножко подконтролить придется, вот убить люркера. Убиваем люркера, и в принципе люркеров не остается. Можно спокойно с зилотами через атаку все убить. Зилоты все убьют. Потому что зилоты плохо сражаются только против люры. Против остальных зерговских юнитов они работают как нельзя лучше. Моя 4-я нычка заработала, и Фанни пишет ГГ, сдается. Вот такая получилась классическая игра с разводами.